Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о лучших и самых комплементарных осенних ароматах. Лето спешит к концу, и вот уже впереди нас ждет первая прохлада, первые дожди, осенние листья, прекрасная золотая осенняя пора. И мы поговорим о тех парфюмах, которые как нельзя лучше оттеняют эту осеннюю красоту, хорошо вписываются в осеннее настроение и подарят вам множество комплиментов. И начать я хочу с прекраснейшего аромата. Это ваниль Абсолю от Монталь. Честно говоря, это мой осенний любимчик. Каждую осень, вот уже много-много лет, я неизменно пользуюсь этим ароматом. Для меня этот парфюм — это просто олицетворение осени, это синоним осени, и он как нельзя кстати передает осеннее настроение, но при этом он и согревает, и дарит уют, и подбадривает вас. И почему я говорю, что это аромат осени, почему он ассоциируется у меня с этим временем года? Все потому, что в нем есть нота костра, из именно вот этих осенних листьев, такой легкий дымок. Ваниль здесь не кондитерски сладкая, она очень такая сухая, чуть строгая, и вот это сочетание прекрасной ванили и этой дымной такой осенней нотки — это что-то великолепное, прекрасное, как нельзя лучше звучит осенью. Аромат очень стойкий, мега шлейфовый и очень комплиментарный. Всегда, когда я в нем, люди делают мне комплименты, они спрашивают, что это, и отмечают именно вот эту дымно-ванильную нотку, которая всем действительно очень нравится и как нельзя кстати подходит для осени. Прекрасный парфюм, просто мое восхищение. И здесь ноты ванили, корицы, древесины и пряность гвоздика. Дымные ванильные костры. Что может быть лучше, что может быть более комплементарным этой осенью? Следующий аромат — это тоже, безусловно, осень. Это осеннее настроение, но совсем другое направление, и его название как нельзя лучше описывает сам аромат. Я говорю про Rainy Forest. Это именно тот самый лес после дождя. Влажный, мокрый, чуть меланхоличный. Здесь есть такая землистость. Кроме ноты влажной земли, кроме ноты дождя, здесь также есть озон. Есть такое ощущение бескрайних каких-то просторов, прохладного, влажного воздуха, хвои и древесины. Звучит очень натуралистично. Я знаю, что аромата есть очень много поклонников. И, конечно же, это аромат про осень. Осенью он будет как нельзя кстати и соберет много комплиментов. Он такой основательный, стойкий, благородный, при этом я бы сказала, что он медитативный, он дает именно это настроение. Действительно, отличный унисекс-аромат, я бы рекомендовала его тем, кто любит хвойные ароматы, кто любит такие влажные озоновые ароматы, землистую ноту в парфюмерии, кто любит натуралистичное природное звучание в парфюмах, это как раз об этом. В верхних нотах здесь грибы, папоротник и нота дождя. Далее идут зеленые листья, смола, грибы и дубовый мох. В базе же еловая смола, землистые ноты и все тот же дубовый мох. Прекрасный, очень оригинальный аромат. И я хочу сказать, мне кажется, он ни на что не похож, действительно очень самобытен и оригинален. Если предыдущие два аромата были про настроение, про какие-то ассоциации с этим временем года, то этот парфюм, он, несомненно, о женщине. Но для меня он о женщине именно в ее осеннем настроении. Летом нам, женщинам, как правило, хочется чего-то чуть более легкого, более освежающего в парфюмерии, в то время как осень — это пора более глубоких парфюмов. Нам хочется чуть больше сладости, нам хочется какой-то неги, нам хочется, чтобы нас чем-то укутали, согрели. И аромат «Портрет леди» от Фредерик Маль, он именно об этом. Это красивая, роскошная женщина, которая как будто бы гуляет по осеннему саду, но где все еще цветут последние кусты розы. Здесь как будто бы есть глубина, есть размышление, немного томности. По моим ассоциациям, это осенне-готический женственный парфюм. Здесь великолепное сочетание, переплетение розы, пачули, пряной гвоздики. А также есть нота корицы, которая согревает вас и как нельзя более уместно в ароматах на прохладное время года.
Аромат стартует нотами розы, малины, гвоздики, смородины, корицы и красных ягод. И уже с первых нот это очень красиво. Далее идут турецкая роза, ладан, пачули и сандал. В базе же ладан, сандал, мускус, бензоин, амбра, кедр и ваниль. И также лично я с большим удовольствием этой осенью буду пользоваться новинкой от Zadig & Voltaire. Прекрасный, очень универсальный аромат. Я не так давно с ним познакомилась, и он отлично подойдет на те осенние денечки, когда хочется чего-то женственного, чего-то нежного, в то же время чуть ягодных таких воспоминаний, чуть кислинки, но никакой летней легкости. Он скорее такой даже всесезонный. Это такой классический цветочный люксовый парфюм. В парфюме очень красивый, нежный, такой кремовый цветок апельсина, чуточку сладости, есть нежность. А также очень красивая, такая кунжутная, масляная, кремовая нотка. Дарит действительно прекрасное настроение, очень комплиментарный, нравится практически всем. Он о легкости, женственности, спокойном таком уюте. Единственный минус этого парфюма, как по мне, это его флакон. Конечно же, это всего лишь мое восприятие. Мне он просто кажется неудобным. Но и, конечно же, на сам парфюм это никак не влияет. В верхних его нотах кунжут, имбирь, белый перец и черный перец. И вот эта нотка перца, она очень такая пикантная и как нельзя кстати звучит первые осенние дни. Далее в средних нотах цветок апельсина и эссенция нероль. В базе же ваниль, сандал и взбитые сливки. И вот это трио из ванили, сандала и сливок, это очень красиво, это очень нежно. Отличным осенним выбором может стать также аромат Club de Nuit Intense от Aromat. Это тот самый случай, когда по бюджетной цене вы получаете действительно люксовое звучание. Прекрасный парфюм, как нельзя кстати, подойдет на осеннее время года. И как и в случае с дамой от Фредерик Маль, здесь у меня тоже ассоциация готической осени. Звучит глубоко, он согревает, он дарит определенное настроение. Здесь также красивое сочетание розы, пачули в окружении специй. Звучит глубоко и благородно. В верхних его нотах роза, шафрань и герань. Средние ноты – это мускатный орех, перец, фиалка и тмин. В базе же уд, пачули, ваниль и амбра. И закончить сегодняшний выпуск я хочу вечной парфюмерной классикой. И я знаю, что не только я ассоциирую данный аромат с золотой осенью. Эта ассоциация прочно прикрепилась к этому парфюму. И я говорю об аромате от Guerlain Mitsouka. Очень густой, красивый аромат. Он такой горько-сладкий. И вот эта сладкая горечь – это и есть сама осень. Действительно, сама осень вошла к нам в этом парфюме в золотом флаконе. И на мой вкус, по моему восприятию, здесь один из самых лучших персиков в парфюмерии. Он не синтетический, нет. Он скорее такой созревший, золотой, томный медовый персик. Очень красиво звучит в обрамлении розы и жасмина. И приправлен капелькой цитрусовых и специй. Аромат роскошный, аромат женственный. У меня данный парфюм стойко ассоциируется с таким насыщенным желтым цветом, с медовой теплой осенью. Красивый, женственный и комплементарный аромат. Стартует аромат розой, жасмином, бергамотом и цитрусовыми. Средние ноты – это персик, жасмин, роза, иланг-иланг и сирень. И все это на подложке из специй, мха, корицы, ветивера и амбры. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. И если вдруг у вас есть какие-то любимые именно осенние ароматы, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Также не забудьте ставить лайк и подписываться на мой канал. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!